4, 5 и 6 апреля мы посвятим 3 дня Игорю Федоровичу Стравинскому. 6 апреля 1971 года он ушел из жизни. Великий русский композитор, который прожил здесь первую треть своей жизни. Вторая треть в основном принадлежала Европе. Третья – Америке. Как сам говорил Игорь Федорович, у меня слог русский, он говорил уже перед уходом из жизни. Он продолжал думать по-русски, он продолжал слышать по-русски. Он вырос вот здесь, вот прямо на Театральной площади. У нас идут, я думаю, около 10 балетов Стравинского. Это, наверное, больше, чем какой-либо другой театр в мире. Мы покажем 4 великих русских балета: «Жар-птицу», «Петрушку», «Весну священную», «Свадебку». Мы этим не ограничимся и покажем и Пульчинеллу, покажем балет на музыку симфонии в 3 движениях, покажем игру в карты, это наши новые постановки. Я обожаю творчество Стравинского, и наш тандем с Валерием Бесаловичем вообще начался именно с Игоря Федоровича. Понятно, что с Рахманинова сначала, потом следующий был Стравинский, когда маэстро делал большой фестиваль в Нью-Йорке с Нью-Йоркским филармоническим оркестром. Именно то произведение, которое мы будем исполнять сегодня здесь, в Мариинке, это «Каприччо» Стравинского. Это уникальное, на мой взгляд, произведение. Это фантастическая музыка, абсолютно сочетание стиля барокко и рэгтайма, я бы так сказал, даже джаза какого-то, так сказать, свинга внутри этого. Настолько уникально сделанная история, которая требует колоссальной чуткости музыкантов, как солиста, так и оркестра. Для этого нужен оркестр высочайшего класса. Я всегда говорю, что талант, гений не имеет национальности. Но говоря о Стравинском, несмотря на то, что он огромный период жизни жил вне России, конечно же, его идентичность понятна с первых нот. Его обращение к русскому фольклору, к русскому колориту, так сказать, даже не обсуждается, какой национальности этот композитор, потому что он один из самых уникальных виртуозов именно соединения вот фольклора внутри любого своего произведения, абсолютно при новаторстве своего стиля, своего языка, своих мелодий, своих ритмов. Существует даже фан-клуб партитуры священной. Вот. И там, значит, рассуждая о музыке, одна женщина высказалась и сказала, что все хорошо, но артисты танцевали, кто в лес, то по дрова. Я так немножко усмехнулся, объясню почему. У каждого артиста своя линия, своя хореография, свое направление движения. Там десятки людей. Каждый исполняет соло свое. Балет сложнейший. Если, не дай бог, я еще двинусь куда-нибудь не туда, а это довольно быстро, я просто собью своих партнеров.
Спасибо огромное. Поздравляю. Безумно много вызывает этот композитор эмоций совершенно разных, и порой столько картинок перед глазами. Музыка потрясающая, и ставить на эту музыку, создавать что-то, для меня это большое испытание всегда, но всегда очень приятно, потому что я люблю сложности. Если совсем простыми словами говорить, мы, танцовщики, всегда считаем музыку. И в этом мы очень не похожи на музыкантов и на дирижеров, поскольку наш счет танцевальный, счет ритмический, порой совсем-совсем отличается от действительно того, как эта музыка написана. Стравинского очень сложно считать, его нужно знать, его нужно понимать, его нужно слышать, и в этом, мне кажется, самый большой момент именно сопротивления сознания и слуха, и тела. Станцевать Стравинского — это очень большая ответственность и очень непростая задача. За 2 ноты, если даже не знаешь произведения, ты понимаешь, что это Стравинский. Это отличительная особенность гениальных композиторов. Сейчас же очень много у нас современных постановок. Руководство Всероссийского балета старается, чтобы молодые наши хореографы, и выращенные здесь, внутри труппы, имели возможность ставить. Для меня музыка Стравинского — это то, что сопровождает меня с первого года работы в театре. По тропинке по кривой топает солдат домой. Для начала я скажу, что голоса уже нет. Вот. Сразу понимаешь особенности, специфики разных жанров. Проговаривая 2 дня от начала до конца, там по 2 раза в день, потом в микрофон и в полную силу, я почувствовал, что садятся связки, садятся мышцы. О чудо, царевна исцелена! Глядит на солдата влюбленно она. Однако я чувствую, что все-таки это не детский спектакль, да? Совсем не детская история. Плясать! Музыка Стравинского постоянно рядом с нами. Я имею в виду про балет. Вот сегодня идет 9 балетных спектаклей. Из них в 3-4 я танцевал. Сегодня не танцую, но вообще и «Аполлон», и «Симфония в 3 движениях», и «Петрушку».
Больше нигде в мире музея Стравинского нет. Ну, если не считать небольшого музея в Устилуге на Украине, Западная Украина, где Игорь Федорович проводил лето, это музей, который создан сплошь из копий. Да, то есть там не сохранилось, кроме стен самого дома, не сохранилось ничего. Тот фонд, который сосредоточен сейчас в наших руках, он может быть прекрасной основой для музея не только Игоря Стравинского, но и вообще окружения Стравинских, потому что общение, конечно, было очень разнообразным. Пропало много гравюр, пропала, конечно, и мебель пропала какая-то, но все-таки довольно многое сохранилось. Хранится в нашем фонде, то есть, ну, это разные, так скажем, места, это и хранилище, это что-то, то есть мы работаем с архивом. Я вообще не представляю, каким образом все это через блокаду, через войну и блокаду прошло. Музыка Стравинского для меня особенная, она очень выразительная. И как сам Стравинский писал и в своих воспоминаниях, и в письмах, что, особенно в «Царе Эдипе», например, он хотел бы увести слушателя от рассказа, от сюжета. Он хотел бы музыку возвысить так, чтобы она стала и словом, и действием. Тривиум. Обратите внимание на это слово. Тривиум. Оно приводит в ужас Эдипа. Он вспоминает, что на пути из Коринфа, перед тем, как встретиться со сфинксом, он убил старика на перекрестке 3 дорог. Если это был Лай, то что теперь будет? Ему нельзя оставаться здесь, но нельзя и вернуться в Коринф, ведь оракул некогда предрек, что он убьет отца и станет мужем своей матери. Он охвачен страхом. Масштабы, размеры, вообще звук, музыка, вообще все это на меня действует магически. Вот такое ощущение. Вот Ниагарский водопад еще так на меня повлиял, когда я его увидел. Вот такой, вот такой. Обращаясь к опере «Царь Эдип», она идет на латинском языке, и это, естественно, тоже сознательный выбор композитора. И для того, чтобы особенную музыку мы пели и вы слушали на особенном языке, не на том, на котором мы разговариваем ежедневно. Вот это тоже особенность этого мастера, этого великого человека, этого космополита, этого совершенно самобытного артиста. Год Стравинского, 2021, каким бы он ни был, ничто не может остановить наши
планы и наши твердые намерения почтить тех великих русских композиторов, которым Мариинский театр обязан едва ли не всем. Наша страна показала, что все-таки можно играть концерты в пандемию, если все будет четко соблюдаться. Не доказано еще, что кто-либо заболел на концерте. Это очень показательный момент. И вообще считаю, что настоящая музыка, настоящее искусство – это, пожалуй, самая главная вакцина любой точки Земли.